Всем привет! Сегодня состоялась презентация Xiaomi, на которой главной новинкой был игровой прокачанный смартфон Redmi K50GE. Я по традиции пришел в Mi Store, чтобы своими глазами взглянуть на новинку. Давайте приступим, готовы, поехали! Начну, наверное, с самого важного, это цены. Redmi K50 Gaming представили в 4 цветовых вариациях. Черная, серая, синяя и специальная вариация AMG. Помимо этого есть 3 конфигурации по памяти. Минималка 8 плюс 128 гигабайт, которая обойдется в $520. 12 плюс 128 гигабайт стоит $567, а максималка 12 плюс 256 гигабайт имеет стоимость $614. За версию AMG она есть только 12 плюс 256 гигабайт, и за нее придется переплатить $47. Все цены, которые я озвучил, для китайского рынка. Внешняя новинка по стилю очень напоминает прошлую игровую версию K40. Здесь похожий модуль камеры, только с более прямоугольной формой. Здесь такая же вспышка в виде молнии и немного другой узор тыльной крышки. Материалы корпуса следующие. С тыльной стороны стоит стекло с антибликовым покрытием. На крышке имеются узоры из полосок с зеркальным эффектом. Может показаться, что здесь есть подсветка, но ее нет. Что касается боковой рамки, то она выполнена из металла. По габаритам смартфон практически не изменился. Здесь длина 162,5 мм, ширина 77 мм, а толщина 8,5 мм. Вес составляет 210 грамм. Телефон в руке ощущается громоздко, тыльная крышка гладкая и слегка скользкая. Телефон по ощущениям выполнен добротно, металлические углы хорошо чувствуются. Но вот в игровом положении лично мне не совсем удобно пользоваться игровыми триггерами. Руки, когда держишь смартфон, из-за этого постоянно в напряжении. Думаю, нужно привыкать и детально тестировать игровые функции. На боковой рамке находятся следующие элементы. С правой стороны от экрана расположены сверху и снизу 2 триггера, которые активируют механические игровые кнопки. Эти кнопки находятся рядом с триггерами. По центру между триггерами расположена кнопка включения. Данные защелки для активации кнопок не такие жесткие. Они срабатывают с умеренной силой, то есть в повседневке, думаю, могут быть ситуации, когда они будут цепляться и активировать игровые кнопки. А эти кнопки достаточно приятные при нажатии, мягкие и имеют характерные щелчки. Идем далее, сверху и снизу от экрана на боковых рамках симметрично расположены вырезы под стереодинамики. Они расположены с правой стороны, чтобы во время игры ладони не перекрывали отверстия под звук. С левого края расположены кнопки регулировки громкости, рядом с которым находится микрофон. Выше расположен слот под 2 nanoSIM без возможности расширить память дополнительной картой. Сверху также имеется вырез под микрофон и инфракрасный порт. Снизу порт Type-C и вырез под микрофон. С фронтальной стороны над экраном имеется еле заметный микровырез под динамик, который не очень широкий, не такой, как на смартфонах Xiaomi. Экран здесь, как рассказывали на презентации, очень крутой, а именно это OLED-матрица с качеством уровня A+. Здесь высокая цветопередача со средней дельта E меньше 0,3. Частота дисплея составляет максимум 120 Гц, частота сенсора 480 Гц, а частота шим 1920 Гц. То есть как на IPS дисплеях, и это мы сейчас проверим пульсометром. Здесь очень странная ситуация и действительно необычный экран. При высоких уровнях яркости коэффициент вредной пульсации составляет от 15 до 20%, а вот при яркости ниже 50% пульсация понижается и находится в пределах менее 10%. Именно поэтому при высокой яркости видны на камере полосы, а при низкой они незаметны. Экран имеет диагональ 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Яркость матрицы в помещении максимум выдавала около 740 люкс, что является очень хорошим результатом. Экран выглядит круто, он здесь плоский, без закругления, очень хорошая передача цветов, контрастность и плавность в интерфейсе. Рамки здесь умеренно большие. Процессор и остальное железо в K50 Gaming стоит топовое, это Snapdragon 8 Gen 1. У нас уже были на обзорах 2 смартфона с таким железом, и здесь главное все-таки оптимизация производительности и охлаждение. Xiaomi заявляют, что поставили эффективное многоэлементное охлаждение, включая 2 элемента трубок с жидкостью.
Общая площадь теплоотводящих элементов составляет 4860 квадратных миллиметров. В тесте Antutu K50 Gaming набрал 944 тысячи баллов, но это только предварительный результат на заводской прошивке. Во время теста был ощутимый, но не критический нагрев в области возле камер. По камерам данная модель Redmi не претендует на звание камерафона, поэтому здесь поставили староватый, но хороший основной сенсор IMX686 на 64 мегапикселя, который стоит во множестве смартфонов, включая те, которые были у Redmi в K30 линейке. Телефон может снимать видео в 4К 60 FPS, здесь нет оптической стабилизации, но есть электронная, которая по первым пробам отрабатывает неплохо. Второстепенный модуль тыльной камеры — это ширик на 8 мегапикселей, проходной вариант. Также есть макро-модуль на 2 мегапикселя и фронталка здесь тоже от Sony на 20 мегапикселей. Это сенсор IMX596. Камера может снимать Full HD 60 FPS, делать селфи, размытие, в общем все как у всех. Это не камерафон, и здесь этот параметр для галочки. По звуку Xiaomi обещают крутое качество, звук, как и в прошлой версии, разрабатывался с JBL. Здесь стоят сбалансированные по громкости стереодинамики с качественным звуком. Динамики здесь имеют по 2 драйвера на каждой стороне. Это позволяет повысить глубину звучания средних и высоких частот. Низкие здесь слегка присутствуют, звук чистый и качественный. Помимо всего, здесь стоит прокачанный вибромоторчик, который работает с режимом 4D в играх и имеет 200 разновидностей вибраций в играх, а также 95 вариаций вибраций в повседневном использовании. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч, а за заряд 120-ваттная технология зарядки, при которой смартфон способен полностью зарядиться за 17 минут. Также здесь есть NFC, Wi-Fi 6 поколения и по бендам связи здесь есть 5G и 4G, все бенды кроме 20-го. В общем, это все, что я хотел рассказать в этом ролике. Девайс получился интересным за счет своей цены. Сильные стороны — это железо, экран, звук, быстрая зарядка, виброотклик. А к слабым сторонам я бы отнес камеру и эргономику конструкции. Лично мне смартфон показался таковым в игровом положении. Это всего лишь первое впечатление, и, возможно, при длительном использовании можно привыкнуть к данному смартфону. А что думаете вы, пишите в комментариях. А у нас на сегодня все. До скорых встреч!